Друзья, всем привет! Вот наступил 2025 год, да, а в Германии проблемы возникают у муниципалитетов, и муниципалитеты об этом уже публично заявляют. А проблема в том, что они в 2025 году уже не в состоянии содержать вновь прибывающих беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, ну и украинцы тоже в это количество входят. Поэтому, если вам тема эта интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе. Я уже говорил, что, и не раз это говорил, что в Германии пока будут беженцы, причем неважно, это беженцы из Сирии, из Афганистана, это украинские беженцы, пока они будут, пока будут проблемы с этими беженцами, будут постоянно в публичном пространстве Германии возникать дискуссии, споры и обсуждаться проблемы, которые связаны с беженцами. И, как я уже сказал, это касается не только украинских беженцев. Новогодние праздники прошли, и вновь начала подниматься тема, буквально с первых чисел января, уменьшения размера денежных пособий для просителей убежища из стран Африки и Ближнего Востока. Муниципалитеты требуют снижения пособий для беженцев. В Германии существует такая серьезная организация, и она осуществляет свою деятельность. Она называется Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов. В нее объединены примерно 11 тысяч крупных, средних и малых муниципалитетов. То есть это районные власти, скажем так, на местах. Эта организация работает абсолютно независимо от какой-либо партии, и без государственных субсидий. То есть от государства она ничего не берет и не работает за счет государства. То есть она работает за счет взносов, которые платят муниципалитеты. Так вот, эта организация выступает за снижение пособий для беженцев. Если бы пособия для беженцев и мигрантов были доведены до европейского уровня, это значительно меньший размер пособий, чем те, которые получают они в Германии, то это значительно бы облегчило муниципалитеты. Президентом этой немецкой ассоциации городов и муниципалитетов является Уве Брандель. Так вот, он сказал, что основной проблемой для муниципалитетов на местах, которая связана с беженцем, это является расселение, размещение беженцев, которые ежедневно прибывают. То есть просто-напросто нет уже мест, куда селить этих людей. Просто-напросто нет. Уже строят, уже заняли все там спортзалы, строят палатки и так далее. Также он требует от правительства, об этом он публично заявил, чтобы воссоединение с семьей просителя убежища было только в том случае, если проситель убежища, которому, например, удовлетворено его ходатайство о предоставлении убежища, он находится, например, в Германии, а семья в Афганистане, и вот семья хочет к нему воссоединиться, приехать, так только в том случае надо дать разрешение, чтобы семья могла к нему приехать, только должно быть два условия этим беженцам выполнено. Первое, он должен найти жилье, которое не должно оплачивать государство, то есть он должен сам оплачивать это жилье. Это первое условие. И второе условие, у него должен быть достаточный доход, чтобы он мог оплачивать это жилье, содержать себя и содержать своих членов семьи, которые к нему планируют приехать в Германию воссоединиться. Вот это два условия, при которых можно давать разрешение на воссоединение. Если эти условия не будут этим беженцам соблюдены, все, никаких воссоединений с семьей не должно происходить. Вот они об этом говорят. Кроме этого, одной из проблем является то, что в настоящее время, они уже запланировали, прогнозируют на 2025 год, будет являться резкое увеличение расходов на социальные нужды для именно беженцев. Так, например, в 2025 году прогнозируется, что муниципалитеты потратят на социальные расходы на беженцев более 80 миллиардов евро. Сюда входит и размещение, расселение, питание и так далее. Более 80 миллиардов евро. Соответственно, как следствие, уже посчитали, что возникнет огромная нехватка денег
в бюджетах муниципалитетов. Не смогут люди там развиваться, не смогут дороги строить, не смогут города, деревни и так далее развиваться. Почему? Потому что эти все деньги идут на социальные нужды для беженцев, которые ежедневно в огромных количествах прибывают на территорию Германии. Ежедневно прибывает 2000 нелегалов, нелегальных мигрантов. Вот такая статистика. Но это была статистика в 2024 году. Я думаю, что в 2025 году она меньше не станет. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.